Привет, мои дорогие! Начнем опять с фронта, потому что все прекрасно понимают, что сейчас весь центр внимания как раз находится там, на нескольких направлениях, уже даже не просто на Покровском, уже и на Купинском, и на других. Начнем с названия, конечно, этого видео, что нужно отдать приказ о выводе войск из Покровска. Об этом заявляет Дейнега. Я вам отдельно это прочитаю также. Мало заявлений. Трамп такое ощущение, что слился, он уже сказал, что нужно дать повоевать, дать показать себя одной и второй стране. Это, знаете что, чтобы увести от себя какую-нибудь ответственность по поводу мирного трека. То есть, пусть подерутся. Вот как это выглядит. А пусть подерутся, потому что они хотят и нажимают на Украину в виде Зеленского, в виде Сырского, чтобы отвоевали вот ту Покровскую агломерацию. Там что-то золотое. Дорогие мои, погнали. Сейчас начну не сразу же с фронта, но притяну к фронту, потому что начал из самого интересного. Министр обороны Бельгии отрицает, что угрожал стереть Москву с лица земли. Что такое? Обраточка пошла. Он заявил, что его слова злобно исказили. Мы это знаем. Газета «Де Морген» исказила то, что я сказал. Очень злобно. Неверно и несправедливо. Журналист спросил, собирается ли Путин сбросить ядерную бомбу на Брюссель. Я ответил, нет, он этого не сделает, потому что знает, что он, если это сделает, мы нанесем удар по Москве. И дальше пошли его оправдалочки, дорогие мои. Так что, думаю, не будем мы это читать дальше, но... Вы сами все прекрасно понимаете, дорогие мои. Сейчас покажу вам ситуацию в Покровске. Там идет эвакуация жителей. Вот они уже эвакуируются, люди оттуда. Тут нет ничего такого страшного в этих кадрах. Просто вот забирают там, видите, они с белыми ленточками и белый флажочек. Конечно, там им желают... Я скажу, что дай бог этим людям здоровья на самом деле. Я вижу, что это не славики, но проживание в Украине будет очень тяжелое у них. Очень тяжелое. Одного и второго могут мобилизовать. Поэтому они там и сидели. Сейчас их как жертвы этой ситуации вытащат оттуда. А потом они станут жертвой совсем другой ситуации. Поехали по фронту. Две важные привязки, дорогие мои, по фронту сейчас. Общая картина выглядит так, будто это пишет один из обозревателей канала Military, украинского канала. Общая картина выглядит так, будто ВСУ практически полностью потеряли Покровск или крайне близки к этому. И я хочу подчеркнуть, что украинского канала. То есть это мы видим мнение не заангажированное, не мнение, которое мотивировано поддерживать, а именно мнение со стороны Украины. Замысел с десантом и возможным ударом со стороны Гришина, очевидно, не удался. Теперь Сырский сконцентрировал основные усилия не на добивании Добропольского выступа. Возможно, с надеждой разблокировать логистику в сторону Мирнограда с севера, потому что со стороны Покровска этого уже не сделать. Точнее, сделать нереально. Войска России точно контролируют южные окраины города, и чтобы его отбить, фактически нужно сделать то же, что сделала российская армия, посылать волны пехоты, чтобы она где-то накапливалась и потом выбивала противника. Но им даже негде накопиться сейчас самим ВСУ. Выбивают из оставшихся под контролем районов. Главный вопрос — это Мирноград и его гарнизон. Сейчас я уберу картинку. Сейчас регулярная логистика в него и из него в значительной степени затруднена. Однако говорить о том, что он полностью блокирован, нельзя. Но это может быстро измениться, если войска России дожмут северо-восточную окраину и продвинутся в сторону Родинского или Красного Лимана уже по дороге. А это вполне вероятный сценарий. Говорят, что Родинская пока находится в серой зоне. То есть и там она пока еще ни под кем не принадлежит. То есть сейчас у ВСУ и для ВСУ тот самый критический момент, когда кажется, что нужно выводить войска из мешка, пока это возможно сделать, пускай и по полям, но относительно безболезненно. Через сутки ситуация может стать гораздо хуже. Здесь есть прямые аналогии с Авдеевкой. Вот только тогда и FPV было меньше, а расчеты массово на передний край не подтягивали.
Вообще, в целом, война за Покровский Мирноград для ВСУ сейчас кажется, что не имеет смысла. Слишком там выгодное положение для удержания обороны. Можно говорить о том, что Сырский выигрывает время, но выигрывать время нужно для чего-то, а не просто так. О чем я и говорил множество раз. Это говорит непосредственно обозреватель этого. Например, во время боев за Курахово и его окрестности, а сейчас ВСУ уже несут повышенные потери, чем могли бы, отойдя из невыгодного положения на следующую линию обороны. Плюс есть риск попадания, если не в полное окружение, то в крайне сложные условия для отхода, когда потери будут выше, чем были в аналогичных случаях ранее. В общем, зачем ВСУ продолжают цепляться сейчас за Покровский Мирноград, непонятно. Военного смысла в этом, кажется, не очень много. Ну, в принципе, об этом говорят не только из милитари-пабликов, но и из других, и, я бы сказал, ресурсов и так далее. Также, ну, я имею в виду там и медийных, там крупных, и BBC. Не, ну не BBC, BBC мы не отнесем. Я имею в виду там New York Times, там Экономист. Они все говорят о том, что не видят уложить там куча солдат и при этом все равно проиграть. Ну, Залужный это делает для пиара на самом деле. Опять же, тот же Кучма там вылез. Ну, для Кучмы важно похоронить там людей. Вот все, что делает Зеленский и команда Зеленского, это Кучма. Это прямое Кучма. Я сейчас составляю именно полностью всю картину в зависимости его. Потому что самому тяжело составлять, надо собирать команду. Но благо искусственный интеллект сейчас помогает, у него есть доступ, и сейчас информация все больше выкладывается. Поэтому я найду пути зависимости и покажу. И хочу вам сказать, что очень хорошо за меня взялись. Ну, я имею в виду Украина. Они там еще начинают подключать. Не могу многое говорить, потому что адвокат просит ничего не рассказывать публично, дорогие мои. И поэтому подписывайтесь. Подписывайтесь, дорогие мои. Поехали дальше. Сегодня у одного из, можно сказать, там, пропагандистов погиб брат. Не сегодня, а вот недавно. И пропагандистов как раз ТСН. Это Святненко Дмитрий. Снова произошел российский удар по украинским военным, которых построили для награждения. Об этом написал журналист ТСН Дмитрий Святненко. Среди погибших был его брат. Вот он пишет, что моего брата вбили в субботу. Поехали дальше. По его словам, в субботу личный состав, включая лучших пилотов и пехотинцев бригады, был собран в приказном порядке на открытой территории для награждения, куда прилетела баллистическая ракета. Собрали лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке на открытой территории прилетела баллистика. История халатности или нехалатности повторилась, написал Святенко. Святненко даже. Отметим, ранее группировка войск «Восток» сообщала о погибших и раненых военных в результате дроновой атаки на Днепропетровскую область 1 ноября. Однако, связаны ли эти события с этим событием, остается неясным, дорогие мои. Пошли дальше по фронту. У нас на северском направлении российские войска формируют охват города с юга и севера, заняв новые позиции у ЖД моста в Ивановке. Или Звановке, в Звановке. Такая буква. У меня еще бликует экран от света. Также фиксируется проведение войск РФ западней выемки. Точнее, продвижение, дорогие мои. Поехали дальше. Купинское направление. Российские войска берут в оперативное окружение Купинск у района Оскола. Также войска вошли в Купинск-Узловой. ВСУ контратаковали у Куриловки и Нечволодовки. Такие, господи, как тяжело произносить это. Но безрезультатно. Российские силы продвигаются в Амбарном. Как видим, все происходит, как говорил Путин. Вот, как говорил Путин. Теперь Константиновское направление. На Константиновском направлении российские войска закрепляются на юго-восточной окраине Константиновки. Идут бои в окрестностях Плещеевки и Нелеповки. Войска России начали штурм Иванополья. Судя по всему,
пытаясь прорваться к Константиновке с юго-востока, дорогие мои. Там сегодня достаточно новостей по поводу того, что происходит с фронтом. Сейчас немножечко отвлечемся от фронта и посмотрим, как европейцы дерутся за то, чтобы попилить деньги между собой на ВПК. Сооснователь немецкой фирмы Helsing по производству дронов Гундберг Шерф заявил, что Запад должен поставлять Украине больше БПЛА вместо бронетехники, так как сейчас на поле боя господствуют именно беспилотники. Благодаря тесному сотрудничеству с операторами дронов и прозрачности данных от Украины мы совершенно ясно видим от 80 до 90% потерь с обеих сторон, вызванные беспилотниками. Нам нужно пересмотреть, правильно ли мы расставили приоритеты. Мое впечатление совершенно четкое. Нам нужны оба типа систем. И конвенциональные, и автономные. Это два столпа оборонной промышленности. Это подчеркнем. Сейчас мы нашли формулы. Бронетехника и беспилотники. Звучит как паритет. Но в реальности, если взглянуть на все планы, соотношение бюджета по-прежнему составляет 99:1 в пользу бронетехники. Это не отражает ни опыта Украины, ни развития событий в ближайшие годы, отмечает Шерф. Сейчас пошли дальше. Фирма Helsing поставляет Украине ударные дроны Камикадзе FH-1 и HX-2. Точнее, не FH, а HF-1. Но не все согласны с высказыванием главы Helsing. Армин Пипергер, глава оружейного гиганта Rheinmetall, заявил, что не считает, будто дроны полностью заменят танки и БМП на поле боя. Ну, если кто не понял, деньги-то выделяет Евросоюз, но кто-то получает их, а кто-то не получает. И получается такая ситуация, что им выделяют мало. Ну, я имею в виду вот этому Хелсингу. А много выделяют туда как раз на Rheinmetall. Rheinmetall понимает, что если сейчас все бабки уйдут на дроны, то они останутся без ничего. То есть дело в деньгах. Не дело в какой-то потужности, силе, а именно в деньгах. То есть Rheinmetall сейчас видит, что вот эта компания Helsing хочет перетянуть бюджет на себя в большей массе. Для чего? Вы знаете прекрасно. Для того, чтобы побольше заработать. Понимаете, для чего эта война вообще? Это война, ну как бы я не один, да, об этом говорю. Это война, на которой сейчас зарабатывают как раз ВПК. Вот все западные ВПК, они в этом подключены и зарабатывают. То есть на истощении России, истощении своих же налогоплательщиков, они сейчас очень хорошо зарабатывают. Причем это классическая схема. Если вы не слышите, Россия нападет в 29 году, в 30-м, в 35-м нападет. То есть для того, чтобы просто грабить бюджет и рассказывать, что Европа должна быть подготовлена к этому. Но во время грабежа бюджета, как мы видим, да, дорогие мои, они еще дерутся между собой. Кому упадет вкусный и большой кусок пирога, дорогие мои. Поехали дальше. Новая уже герань появилась, об этом как раз вот и рассказывают специалисты. Россия модернизировала герани, теперь они почти неуязвимы для украинских рэп-систем. Эксперт ВСУ по связи. Он утверждает, что Россия убрала CRPA антенны из крыльев и переместила их вовнутрь фюзеляжа. Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим рэп везде по всей стране, подчеркнул Бескреснов. Ну, то есть мы уже понимаем, кто это у нас. Кто такой у нас этот эксперт. Поехали дальше. Лиманское направление. Российские войска ведут бои в окрестностях Лимана и вытесняют ВСУ из Ямполя. Ситуация для ВСУ сложная, резервов для защиты города нет, а все пути снабжения под огневым контролем, дорогие мои. У нас уже... Ну и сейчас еще более подробно непосредственно о Лиманском направлении. Солнце выходит, и мне вообще просто сбоку идет сюда, и плохо вообще видно монитор. Бои в Лимане, подобные тем, что происходит сейчас в Покровске, начнутся уже очень скоро. Это заявил Бунятов.
по кличке Осман. На Лиманском направлении в геометрической прогрессии растет проблема с логистикой из-за российских пилотов FPV. Передвижение по трассе Славянск-Изюм уже 50/50. Там появляются оптоволоконные FPV. К сожалению, затянуть полностью сеткой этот отрезок не успели. Поэтому и имеем подобные проблемы, отмечает он. Ну и, как обычно, у нас Мучной, который все время говорит, адекватно расценивает всю ту ситуацию, которая происходит непосредственно в Покровске. В Покровске враг пытается сорвать возможность нашим подразделениям выйти узким коридором с направления Мирнограда. Фактически закрывает единственный путь, который дает шанс на маневр или перегруппировку. Это заявляет Мучной. На Покровском направлении ситуация резко изменилась. Враг сместил главный удар в северо-восточную часть города, где сейчас наблюдается наибольшая концентрация боев. Я думаю, вы ознакомились с этим скриншотом. Самые жестокие столкновения сейчас в районе Динаевского завода. Враг оттуда пытается проникнуть с юга к цитадели Высоток, где держится оборона. Его цель очевидна: выйти на ближние подступы, взять контроль на высотные позиции, чтобы иметь преимущество в огне и наблюдении. Одновременно давят с западного фланга. Также пытаются зайти с северной стороны. Это уже попытка полуохвата, чтобы создать эффект клещей и зажать наши силы внутри городских кварталов. Дополнительно враг продвинулся к северу от НП Рог. Занял территорию локомотивного и вагонного депо к северу от центра. Я вам кадры показывал. Это дает ему техническое преимущество, контроль железнодорожного узла и нескольких важных подъездных путей, через которые можно подвозить ресурсы и технику. Опять же, это очень хорошая, я говорю, оценка со стороны именно украинской. Это очень важно, когда дают именно не какую-то там заангажированную, а именно ту, которая по ситуации. Конечно, он пишет это для руководства, для того, чтобы руководство понимало, что происходит. Но руководство, я вам скажу, еще с 22 года все руководство Украины всегда игнорировало то, что действительно происходят какие-то нелепые вещи и нелепости. Когда ловили коррупционеров за руку, руководство их не видело. Они закрывали глаза, как будто это не к нам. Вообще этой ситуации не существует. А когда уже вопило общество, Зеленский говорил, что да, я вас услышал, все, я передаю это дело, делегирую. Потому что для того, чтобы услышал, люди собирали петиции на его этом сайте президента, да, так называемого, и голосовали до 25 тысяч, чтобы он обратил внимание на проблему. Но он даже в этот момент не обращал внимания. Поэтому это, как говорится, я буду закрывать экран, бесполезно. Поехали. Британия и британское правительство недавно пополнило арсенал Украины дополнительными крылатыми ракетами Storm Shadow, чтобы Киев мог продолжать кампанию дальнобойных ударов по территории России, сообщили осведомленные источники. Хочу просто перевести на русский язык, чтобы вы понимали, что это такое. Это антикриз. Они понимают, что это ничего не поменяет. Абсолютно. Ни Storm Shadow, ни те же томагавки. Да, они там побьют. Но ту ситуацию на фронте, от которой сейчас зависит вообще вся вот эта вот, да, там, где находится, как говорится, жизнь Кощея Бессмертного, да, Зеленского, от этого же зависит. Мне кажется, что может даже в этих условиях там Трамп сказал, если ты, падла, проиграешь вот тот кусок, мы тебя, как любили говорить некоторые личности, да, мэры Харьковов, умножим на 0. Вот примерно для чего это и происходит, и зачем это. Вот еще тоже тяжелая ситуация для Украины, дорогие мои. МВФ может прекратить финансовую поддержку Украины из-за отказа Бельгии конфисковать российские активы, пишет Политика. По данным издания, европейские чиновники считают, что конфискация активов России убедила бы МВФ в финансовой жизнеспособности Украины в ближайшие годы. А это является необходимым условием для продолжения финансирования. И какое же оно будет? Никакое. Заявления Трампа не буду сегодня читать. Они есть у меня в телеграм-канале. Они все не касаются, они беспонтовые, я бы так сказал. На самом деле, то, что касается непосредственно ситуации, которая действительно происходит на мирном треке. Поэтому
Переходим дальше по другим заявлениям. ОПЕК плюс приостановит увеличение добычи в январе-марте из-за переизбытка нефти на рынке, сообщает Bloomberg. В декабре ожидается небольшое увеличение добычи, как и было запланировано. Несмотря на то, что санкции против России помогли, поддержать цены после их падения до 5-месячного минимума, один из делегатов ОПЕК отметил, что считает слишком рано оценивать общее влияние этих мер на рынках. Причем пишут, что фьючерсы на марки Brent с начала года упали примерно на 13%. Я уже ничего не вижу из того, что происходит, ну, на экране у меня, потому что вы видите уже солнце здесь, на щеке. Вот. Поехали дальше. Италия, Франция и Бельгия выступают против передачи Киеву замороженных активов России. И вспоминаем статью МВФ. Переходим туда и понимаем, что жизнедеятельность Украины переходит там на непонятный какой уровень. Ну и вот подходим к статье непосредственно самого Дейнеги. Вот. Больше о политике я, наверное, в других новостях, в следующих прочитаю, о политических раскладах, но их пока нет, как видите. Они жиденькие, потому что весь мир сейчас сфокусирован как раз на ситуации в Покровской Мирноградской агломерации. Нужно отдать приказ о выводе войск из Покровска. Это Дейнега пишет вот у себя на странице в Facebook, насколько это видно. И Мирнограда, потому что ВСУ эти города фактически потеряли, заявил бывший замминистра обороны Виталий Дейнега. Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ о выводе войск из Покровска или Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только утраты значительного количества максимально мотивированных десантников, вот почему там не так сильно сдаются, да, и морпехов, о имуществе на сотни миллионов я уже молчу, это он сказал, да, оно потеряно, потому что им сказали технику не оставлять, уходить быстренько с техникой оттуда. Мы можем оказаться в ситуации, когда некому будет летать, точнее латать дыру на фронте, и накопанные у нас в тылу, вот, боже, как тяжело видеть. И накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к противнику, написал Дейнега. По его словам, отчеты Генштаба с каждым днем все больше состоят из лжи. По факту мы уже практически потеряли Покровск, а это значит, что удерживать Мирноград тоже нет смысла. Логистика останется только с неадекватным риском и полями. Я сейчас не выдал какой-то бы большой тайны. Россияне это прекрасно видят со своих дронов в реальном времени. Это нужно зафиксировать и спасти тех, кто без приказа отказывается выходить, написал Дейнега. Ну, дорогие мои, я подытожу это все. Мне даже комментировать нечего. Я уже несколько дней подряд вам читаю именно ситуации с фронта, хотя, вы знаете, я к этому, не то что к фронту, я к этому никак не отношусь, можно так сказать, да, там, к специалистам. Я беру просто статьи у специалистов, которые военных пабликов и таких милитари пабликов, я бы даже так сказал. Но просто вся политика сейчас вернулась как раз на фронт. О чем и говорил Путин. Да, давайте посмотрим то, что будет происходить на земле. А сейчас заявление того же Пескова о том, что невыгодно сейчас разговаривать с Трампом, потому что выгоднее сейчас взять Покровск, взять Купинск и другие вещи. И там, наверное, и сломается хребет ВСУ, понимаете? И там начнется бегство. И все. И уже, когда у тебя в руках реально козыря с бегством, да, можно сказать, с белыми флажками отступающих ВСУ или там сдающихся в больших этих, то запах уже капитуляции становится очень близок. Очень близок. Мы переживаем все, что происходит на внешнеполитическом фронте. Но на внешнеполитическом фронте все было 2-3 недели. Я почему не читаю Трампа? Потому что там тоже заявление пару месяцев. Вот что. Они сейчас придумывают какой угодно антикриз. Я имею в виду вся коалиция Запада, понимая прекрасно, что Покровск у них просто вылетит сейчас. Вылетит. И все те деньги, которые они вложили туда. Все. Еще хочу сказать, что там очень много, наверное, той техники, которая будет не тронута пальцем.
я имею в виду российской армией, специально для изучения и перенятия технологий, которые есть. Вот почему они говорят вывозить эту технику, уходить на этой технике и так далее. Окей, дорогие мои, подписываемся в телеграм-канал, там оперативно мы все собираем, то, что происходит. Также обязательно подписывайтесь на YouTube канал, видите, они за меня, я потом раскрою все карты, что происходит у меня там с судом и всем остальным. Вот, так что, чтобы мы вместе следили, вместе, дорогие мои. Ребенок сегодня выписался из больницы. Всех обнял.